Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это уже третья серия Атаки Титанов. Человечество встает с колен, часть первая. Тусклый свет посреди отчаяния. Все, встаем с колен. Эй, ты там! Да! О, Кто ты такой? Армин. Я Армин Арлерт из Сикансины! Вот как? Какое идиотское имя? Родители дали? Никак нет! Дедушка! Арлер! Отвечай, зачем ты здесь? Сделать свой вклад в победу человечества! Это великолепно! Ты станешь кормом для титанов! Третий ряд! Обернуться! Йо. Кто ты такой? Мое имя Томас Вагнер, прибыл из Троста. Слишком тихо! Я Томас Вагнер. Процесс идет. Когда ты был в кадетском училище, все начиналось так же. Навевает воспоминания. О, Неверно! Ты из свинарника и стоишь меньше, чем скот! Я стою меньше, чем скот! ты свинья. Какой смысл в этом запугивании? Обряд посвящения. Мы заставляем их отринуть свое прошлое и с чистого листа воспитываем людей, подходящих на роль солдатов. А ты кто такой? Для того и нужны эти крики. Чтобы отдать жизнь за человечество! Четвертый ряд! Обернуться! Есть и те, кому он ни слова не говорит. Да, Тем, кто уже прошел обряд посвящения, это не нужно. им на их лицах. Вероятно, они видели ад, развернувшийся 2 года назад. Да вы посмотрите У них на их- совсем другие лица. Ладно, пошли. Кто ты такой? Джан Кирштейн из Троста! Чего ты хочешь? Вступить в военную полицию и жить во внутренних землях. Чё? Вот как. Хочешь жить во внутренних землях? Ему хана. Кто разрешал опускаться на колени? Раз ты не можешь выдержать и этого, то путь в военную полицию тебе закрыт. Подъем! Кто ты такой? Зачем ты здесь? Я Марко Бот из города Дзиная, что на юге за Розой. Я хочу вступить в военную полицию и отдать жизнь королю. Вот как. Что ж, а это достойно. Хорошая цель. Однако... Не сдалась королю твоя жизнь, отброс. Понял, салага. Ты следующий! Кто такой? Кони Спрингер! Я из деревни Рагако, что на юге за Розой. Наоборот, Кони Спрингер. Я же в самом начале все объяснил. Это приветствие указывает на готовность отдать свое сердце стране. Скажи, у тебя сердце справа? Смертник. У нас смертник в строю. Ей хана. Эй, девка, ты что творишь? Ты охренела в конец? Черт, я с тобой разговариваю! Кто ты такая? Саша Блаус, деревня Даупер, расположенная на юге, за стеной Роза. Саша Блаус. Что ты держишь в правой руке? Вареный картофель. На кухне был готовый, вот и не сдержалась. Ты что, украла еду? Почему? Почему начала его есть сейчас? Ну, если остынет, то и брать смысла не было. Вот я и решила, что пришла пора съесть. Ей кранты. Нет, я не понимаю. Почему ты ела картофель? Мы сейчас говорим о том, почему люди едят картошку? Ей хана. Ты чё? Возьмите половинку. Половинку? Ох, ей кранты будет. Эй, Ну да. он до сих пор заставляет эту картофельную бегать? Ну, 5 часов без перерыва? 5 часов. Знаете, она была гораздо грустнее, когда узнала, что останется без еды, чем когда ее заставили бегать до полусмерти. Насколько я помню, Даупер — это небольшая охотничья деревушка глубоко в горах. Так. Кто это? Выбывшие. Отправляются на осваиваемые земли. Чего? Неужели? Еще только первый день. Ничего не поделать. Слабые должны уйти. Что, после первой мунштровки? Вы чё? Не верю, что они решили снова таскать камни да сорняки рвать. Салаги. Кстати, на построении тебя не спрашивали, откуда ты. Мы с ним оба из Сигансины.
Они оттуда. Вот оно как. Они оттуда. Вы же... Выходит, вы были там и тогда? А? Эй! Вы видели его? Колоссального титана! Ну да. А может, не стоит, а? Может, потактичнее немного будете, как бы? Сказал же. Я его видел. Ты серьезно? Насколько он большой? Ну, лицо из-за стены виднелось. Что? Я слышал, он переступил через стену! Я тоже. В моей деревне так же говорили. Нет, он не настолько огромный. Какое у него лицо? Кожи почти не было. А вот рот гигантский. Опиши бронированного титана, который сломал Марию. Его и правда так называют. Но мне он показался простым титаном. Ладно, а простые титаны какие? Оставьте его в покое, а? Ребята, думаю, хватит вопросов. Да уж. Это не самые приятные воспоминания. Да, не самый. Извини, за все вопросы... Нет же! Говорю вам, эти титаны — сущие мелочи. Если мы можем в совершенстве овладеть УПМ, то в пух и прах разобьем их. О, как. Наконец, я могу тренироваться как солдат. Так что меня просто эмоции переполнили, и все. Я вступлю в разведкорпус и сотру титанов с лица земли. Всех уничтожу. Эй, ты в своем уме? Ты сказал, что вступишь в разведкорпус? Да, именно. Это ведь ты хочешь попасть в военную полицию и жить припеваючи? Я честный человек. Думаю, это гораздо лучше, чем строить из себя смельчака, когда на самом деле поджилки трясутся. Ты это про меня? А вот- Перестаньте! Иди сюда. Так, Иди сюда. парень, я вовсе не... Настрой? Построение? Слушай, извини уж. Я вовсе не против твоего хода мыслей. Ну что, может мир? Да, я тоже был неправ. Они подружатся. О, а она еще страшнее стала, чем была до этого. Эй, ты! В общем, я... У тебя такое необычное лицо, вот и вырвалось. Извини. У тебя очень красивые волосы. Ага, понятно. Спасибо. Пока. Че, влюбился, да? Она тебе башку оторвет. Хватит уже, забудь об этом. Вечно ты заводишься и действуешь, не подумав. Опять та же песня. Важнее другое. У тебя не слишком ли длинные волосы? Они могут привести к несчастному случаю на занятиях с УПМ. Поняла. Подстригу. Как думаешь, насколько коротко нужно подстричь? Ага. Эй, ты! Ты чего вытираешься? Что ты там вытер, мужик? Доверие к людям. Доверие к людям? Понятно. Девчонку отбили. Закончила. Молодец. Надеюсь, ее сейчас... Это кто? Это что такое сейчас было? Это же... Булка! Больше ничего нет, И что? но его я взяла. Да покушай хотя бы это. Вот, сначала воды попей. И какая хорошенькая. Ты что, Господь Бог? Ты... Боженька! Эй, вы что тут творите? Все это время она только и делала, что бегала. Ну да. Видать, пытаешься поступить правильно. Все, вырубилась. Ты сделала это ради картофельной? Но получила ли ты нечто равноценное взамен? Жизни учить будет. Забудь. В общем, я донесу ее до кровати. Ты тоже хочешь поступить хорошо?
Я помогаю, чтобы она осталась в долгу. Угу. Очень рассчитываю на ее идиотизм. Ну, кто-то так думает. Сначала посмотрим, пригодны ли вы. Если провалитесь и за приманку не сгодитесь, отправим на осваивание земель. Понятно. Пока это основа основ. Но и сейчас можно оценить задатки к владению УП. А ну-ка. Смотри. Она вообще не дрожит. Так как прекрасно понимает, что и как нужно делать. А, все. Вот что значит задатки. Вот задаток у нее внутри. Похоже, в этом году много способных ребят. Вот. А он? Кто? Но в этом и суть понятия задаток. Даже если ты настроен серьезно, результаты могут быть посредственными. Эрон. О, Эрон Егер, да что ты творишь? Перевернись уже! да он старается. Это еще что? Как это делается? Да вы шутите. Да. Это плохо. Очень. Я в конце прочитаю, что было написано. Но я примерно понимаю. Это про Действуй УПМ. согласно основам и справишься. Не думай о том, чтобы все сделать идеально. Угу. Балансируй, не отклоняясь вперед и назад. Неспешно перемести свой вес на ремни, расположенные на бедрах и ногах. Если будешь спокоен, получится. Ведь даже я справился. Даже он? Ладно. Думаю, в этот раз смогу. Армин, подними меня. Подняли и... Облом. Чувак. Эй, Дас, это же тот парень, который вчера заявил, что перебьет всех титанов. Но завтра отправится на осваиваемые земли. Таких бесполезных ребят тут не кормят. Переживания тебе не помогут. Главное, научись завтра, и все. Я жалок. Ведь так, я точно не смогу их истребить. Тебе больше не нужно к этому стремиться. Чего? О чем ты? Говорю, что тебе не надо становиться солдатом. Так. Ведь можно бороться, не рискуя собственной жизнью. Послушай-ка, я же видел эти ужасы 2 года назад. Думаешь, такая логика меня убедит? Хм. Твоя решимость не имеет значения. Что? Почему же? Потому что не тебе решать, станешь ты солдатом или нет. Микаса. Вообще не помогаешь ни разу. Все. Я не говорю, Ладно, пойдем. что ты один должен вернуться на осваиваемые земли. Отбой. Можешь не переживать. Ведь тогда я вернусь вместе с тобой. А ты чё подсела-то? В общем, я могу взять его, верно? Обжора. Вообще, в таких условиях хлеб отдавать я бы не стал. Там каждый хлеб на вес золота. О! Молодец, Микаса. Правильно. Пошла отсюда. Тайна сохранения равновесия? Извини, но я гений. Могу лишь сказать, почувствуй. А я вот хочу, чтобы ты сам мне поведал. Каким образом ты сохранил рассудок после того, как так опозорился перед всеми? Сука, Ребята, я же вас чуть ли не на коленях прошу. Ну, знаешь, вроде вчера ты говорил, что слабые должны уйти, да? Ну, твари. Или не то? Или это бесталанные должны уйти? Чё-то не помню. Прошу, я слышал, что вы двое одни из лучших. Бертольд, Райнер. Прости. У меня получается, но не думаю, что есть секрет. Навряд ли я смогу дать тебе совет, который ты так ищешь. Вот как. Остается лишь попробовать завтра. Вы двое из Сигансины, верно? Ну да. Значит, вы уже знаете, насколько титаны ужасны. Почему же вы хотите стать солдатами? Тем более в разведкорпус почему пойти? Знаете, в отличие от Эрона, мне не довелось видеть атаку титанов вблизи. Я не мог сидеть на месте, зная, что государство форсировало этот безумный план по отвоевыванию земель. Ясно. Ну а вы двое откуда? Мы с Райнером прибыли из горной деревушки у юго-восточной части Марии. Там
Да. В отличие от процветающих городов у рек, сообщение дошло к нам не сразу. Ага. Что уж там. Титаны пришли быстрее, чем новости. Понятно все. На рассвете животные шумели больше обычного, а неведомый гул становился все сильнее и сильнее. Они попали под замес. Какой-то миг мы поняли, что это были чьи-то шаги. А затем я в спешке открыл окно. Ё! Это что, реально так было? Мама. После этого, я не очень хорошо помню, все были в панике. Эй, чего ты вдруг об этом заговорил? Прости. В общем, я пытаюсь сказать, что вы очень отличаетесь от них. От них? От кого? Здешних ребят, которые не знают, как ужасны титаны. Эй. Ну да. Они не понимают. По большей части они здесь ради того, чтобы не упасть в глазах общественности. Говорят же, что 12-летние, которые хотят быть рабочими, бесхребетные. Вот они и стали кадетами. Понятно. Вот только я не отличаюсь от них. Я решил стать солдатом, чтобы попасть в военную полицию и жить в безопасности. Ну, как и... Если не примут, я, может быть, брошу все это. Понятно. У меня нет собственной воли. Но ведь ценить свою жизнь — это тоже достойно. Да, есть такое. А куда вы, кстати? Я хочу вернуться на родину, которой уже нет. Это все, что есть у меня внутри. Обязательно. Это тоже в разведку. Несмотря ни на что. А ты? Почему метишь в войны? Чтобы истребить всех и вся. Просто я... Не, после... Вот этого после... Решил, что их нужно убить. Я хочу истребить их собственными руками. Так, я решил. Значит, даже встреча с ними не сломила твой дух, так? Да. Хотя в нынешней ситуации еще не ясно, стану ли я солдатом. Да. Ситуация, мягко говоря, так себе. Красивый кадр. Очень. Хорошо нарисован. Музыка, кстати, великолепная. Проверь все, начиная с ремней. Завтра все будет хорошо. Такой, как ты, должен справиться. Эрен Йегер. Так ведь тебя звать? Они его успокоили просто. Да, спасибо. Морально поддержали. Райнер Браун, верно? Они его морально просто вот так. Эрен Йегер, ты готов? Да! Сделаю. Я сделаю это. Давай, пошел. Возможно, у меня нет задатков, но в упорстве никому не уступлю. Это верно. Начинай! Он а-ля Наруто, он а-ля этот Луфи, Монки Ди Луфи. Не имею никаких доводов и оснований ноль. Но это все, что у меня есть. Держится? Это мое оружие! Удержался. Все. О, ура! Вышло! Получилось! Черт, он себе так голову скоро сломает. Абло. Постойте! Я еще могу! Опустить! Но я... Вагнер, обменяйтесь ремнями с егером. Есть! Я этот момент помню. Оказалось, у него все сломано. И смотрите, он, оказывается, просто гениально на них держится. В устройстве был дефект. Пряжка твоего ремня была повреждена. Впервые вижу, чтобы с этим были проблемы. Надо добавить его в список техобслуживания.
Стойте, выходит, он немного продержался со сломанным ремнем? Ничего себе! Скажите, я подхожу, да? Не подходишь? Да ты идеально держишься. Проблем нет. Выложись на тренировках. Ура! Я сделал это! Ну что, Микаса, я справился! И с титанами могу сражаться! Тебе больше не придется заботиться обо мне! Похоже, все кончилось хорошо. Его глаза словно кричат, ну как? Нет же. Что? У него груз души упал так, как теперь. Мы не разлучимся. Тоже есть Гриша, такое. сегодня твой сын стал солдатом. Ага, значит, знакомый Бати. Посмотрите, оказывается, тут у него это... Оказывается, там батя, у него авторитет имеет, у начальников, скажем так. Это хорошо, это очень хорошо. Красиво закончили, красивым кадром. Ну, нас постепенно... Ну, нас познакомили с такими подростковыми вариантами главных персонажей, да и познакомились с второстепенными друзьями, братанами, так скажем. Ну, короче, нас познакомили, так скажем, со всеми ребятами из 104-го кадетского корпуса, которые, скажем так, внесут свою лепту в спасение человечества. Мое имя Томас Вагнер. Жан Кирштейн! Я Марко Бот из города Дзиная. Кони Спрингер! Саша, это просто вишенка на торте, картофелица вообще. Ну, что могу сказать по поводу этой серии? На самом деле ничего такого сверхъестественного, честно сказать, не могу сказать, честно сказать не могу. Обычная мунштровка, обычная подготовка, обычное понимание того, ради чего идут в кадетский корпус. Большинство идут, чтобы не быть, ну, земледельцами, хотя бы в армию вступят и будут за стенами сидеть либо в военной полиции, либо в дозоре, там, где у которых эмблема с розой. В разведкорпус никто не хочет. Кое-кто, конечно, согласен, но мало кто хочет идти в разведкорпус. Но вот Эрен 100% пойдет, Армин вместе с ним и Микаса 100% вместе с ним. Но мало кто хочет на мясорубку такую идти. Эрен отличается тем, что он хочет. Эрен отличается тем, что после того, что он увидал, в нем не страх, а гнев проснулся. Но это все потому, что он видел смерть не чужих людей, он видел смерть своих. Он видел смерть своей матери. Он видел сам момент. И поэтому в нем зародился гнев. Самый дорогой для него человек был убит прямо у него на глазах. И это порождает гнев, а не страх. Так что он будет воевать с ними до последней своей конечности. Итак, сведения, доступные на данный момент. Так, первую картинку посмотрим. Так, тренировки с УПМ, часть первая. Тренировки с устройством пространственного маневрирования. Это жестокие упражнения по адаптации людей, обычно функционирующих в двухмерном пространстве, к действиям в трехмерном пространстве. Ну, это понятно, потому что по факту мы ходим только вперед, назад, направо и налево. А это тренировки подразумевают на то, что мы должны двигаться не только вперед, назад, направо и налево, но также вверх, вниз, в трехмерном пространстве. Короче, мы функционируем в 3D. Вот направо низ, направо налево. Короче, вот в окружности. Это обязательно нужное упражнение, ну, потому что банально мы должны, эти ребята на упм должны подниматься и ударять, как я помню, в затылок. В затылок, вот этот, чтобы добраться до позвоночника Титана, чтобы их, скажем так, ликвидировать. Итак, сведения, доступные на данный момент. Тренировки с УПМ, часть 2. Для ее использования необходимы крепкие ноги и тело, отличное пространственное мышление и выдержка, помогающее противостоять панике. Но это понятно, да, ясное дело, что когда ты летаешь на 3 метрах, то если ты упадешь, то, мягко говоря, лучше сломать себе и шею, потому что лежать переломанным и ждать, пока Титан тебя сожрет, не круто.
опасное занятие, в конце концов. Между прочим, которое не всегда помогает, потому что, например, на открытых полях, на открытых пространствах эта вещь тебе не поможет. А вот в лесах, в городе это очень-очень грамотное оружие. Лучше в городе использовать, потому что в городе обстановка не меняется, ты прекрасно знаешь, где что находится, и ты будешь привыкать какие-то маневры совершать. А вот в лесу, в котором ты ничего не знаешь, это, мягко говоря, такая опасная. Нужно очень быстро соображать мозгами и очень быстро. Это нужна спецподготовка, как у гонщиков. Иначе не получится. Что ж, это была 3-я серия «Атаки Титанов». Благодарю, что смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте и обязательно на Бусти, где я выложу данное видео абсолютно без ограничений, с музыкой и без рамки. Так что подписывайтесь и приятного просмотра. Удачи, увидимся уже на 4-й серии.